Крушение 2 танкеров в Черном море. Подробности: 26 тысяч человек без отопления и 2 тонны евро и долларов на самолете. Это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайк, подписывайтесь. Крушение 2 танкеров в Керченском проливе может вызвать масштабную экологическую катастрофу. В воду могло попасть до 10 тысяч тонн нефтепродуктов. Российское информагентство днем 16 декабря сообщили, что в море оказалось 3700 тонн мазута. Эксперты Greenpeace предупредили, что такое количество мазута в воде Черного моря вызовет массовую гибель рыб и птиц. Вице-премьер Виталий Савельев доложил Михаилу Мишустину, что мазутное пятно дрейфует к побережью на участке от мыса Панагея до косы Тузла. Савельев возглавляет группу по ликвидации последствий аварии. Расследованием инцидента уже занимается Следственный комитет. В российском пресс-службе СК по Крыму и Севастополю сообщили об обысках в компаниях, которые проводили техосмотры танкеров. Возбуждены 2 уголовных дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Напомню, 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение суда «Волганефть-212» и «Волганефть-239». С «Волганефти-239» удалось эвакуировать всю команду – 14 человек. На «Волганефти-212» 1 член экипажа погиб. В Чебоксарах без отопления остались 26 тысяч человек. Накануне, 15 декабря, там произошли сразу 3 серьезные коммунальные аварии. Отопление отключилось в 20 жилых домах, детских садах и школах. При этом на улице температура достигала минус 11 градусов. Люди спасаются газовыми конфорками, но они прогревают воздух только до плюс 10. В прокуратуре Чувашии заявили, что прорвало трубу теплоснабжения. В чувашском филиале компании Т+, которая и ответственна за отопление, сначала факт аварии отрицали, но позже подтвердили, что трубопровод был поврежден. Местные власти утверждали, что теплоснабжение восстановлено, однако это не так. А в Новосибирске без тепла осталось 63 дома, включая 22 многоквартирных и 41 частный. Это следует из сообщения местной прокуратуры. Ведомство начало проверку по факту отключения. Сибирская генерирующая компания сообщила, что в Ленинском районе устраняют дефекты. Работы начались утром 16 декабря и завершились к 2 часам ночи 17 декабря. Температура в городе минус 11 градусов. В Оренбургской области депутаты отклонили предложение местной фракции КПРФ выделить 800 миллионов рублей на компенсации пострадавшим от наводнения. Деньги предлагалось направить тем, кто не получил выплаты из-за наличия второго жилья. Напомню, в апреле из-за прорыва дамбы в Орске погибли 7 человек, а около 10 тысяч домов затопило. Жители критиковали власти за отсутствие помощи, а позже чиновники потеряли треть списка пострадавших домов. Путин выступил на заседании коллегии Минобороны. Вот основные тезисы. Серийный выпуск «Орешника» вот-вот начнется, а численность вооруженных сил выросла до 1,5 миллиона человек. Причем на службу по контракту ежедневно записываются 1000 добровольцев, а всего с начала года набрали свыше 430 тысяч человек. Инициатива на поле боя у России. В этом году удалось захватить 189 населенных пунктов. Россия ведет политику сдерживания, чтобы никто не обвинял ее, что она брецает ядерным оружием. И, конечно, старая песня про Запад, который доводит Россию до, цитата, «красной черты», и не отвечать невозможно. Вблизи российских границ формируются и сколачиваются ударные группировки войск Альянса. Так, численность американских военнослужащих в Европе уже превысила 100 тысяч человек. Устремления НАТО давно вышли за пределы так называемой зоны его исторической ответственности. Отдельное внимание Путин уделил погибшим на фронте военным и попросил почтить их память минутой молчания. А еще вспомнил об их детях, чем почему-то повеселил министра обороны Белоусова. Я уже говорил много раз и еще раз повторю. Их дети – это наши с вами дети. Никогда не должны об этом забывать. Видимо, жизни этих детей диктатор тоже собрался присвоить себе и загубить на очередной войне. Вот министр обороны и радуется, что не перевелись еще солдаты. Кстати, о Белоусове. Это была его первая коллегия Минобороны. К ней, кажется, подготовился как следует. Обещания лились как из рога изобилия. Во-первых, он собрался повысить престиж военной службы в который раз. Во-вторых, в армии появятся новые войска, беспилотные. В-третьих, в следующем году в вооруженные силы поступят 4 новых ракетоносца. ВСУ же, по его словам, потеряли порядка 1 миллиона человек. Но вот сколько потеряла российская армия, пока так остается неизвестным. Но без коварного Запада у Белоусова тоже не обошлось. По его словам, в 2024 году Минобороны строила свою деятельность, исходя из того, что в ближайшее десятилетие возможна война с НАТО. Во-вторых, это обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшие десятилетия.
По примеру своего шефа Белоусов также взялся пугать. Инфраструктура базы НАТО в польском Редзиково, что в 165 километрах от российской границы, позволит применять ракеты «Томагавк» по России. Кроме того, он высказался об американских ракетах средней дальности в Германии. По его словам, они смогут долететь до Москвы за 8 минут. К слову, генсек НАТО тоже недавно предупреждал об опасности российской агрессии против Альянса в ближайшие годы. И еще из старого репертуара режима – украинские нацисты. Но вот в этот раз они уже не страшные, потому что их лихо побеждает доблестная армия Путина, которая в 2024 году заняла 4500 квадратных километров украинских территорий. Неонацисты контролируют менее 1% территории Луганской Народной Республики и все еще 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Подорван боевой потенциал противника. На фоне заявления об успехах российской армии и огромном количестве новобранцев, которые жаждут положить голову за Путина, в Москве сократили объем рекламы службы по контракту. Как выяснила «Медуза», в первую очередь стали убирать стойки для записи на контракт, которые работали прямо в метро, на вокзалах и на улицах. Также уменьшили количество билбордов и плакатов с такой рекламой в городе. По словам двух собеседников «Медузы», близким к администрации президента военную агитацию заменяют, цитата, «привычной для Москвы социальной рекламой». А на центральных улицах столицы вместо агитации появились предложение посетить новые рыбные рестораны. Французскую Майотту накрыл мощнейший тропический циклон за последние 90 лет. По данным местных властей, погибли сотни человек, но не исключено, что это число может вырасти до 1000. Ураган Шиду обрушился на заморский регион Франции в минувшие выходные. Скорость ветра превысила 200 км в час. Повреждены жилые дома, административные здания и больницы. Без крова остались больше 320 тысяч человек. Власти объявили полный локдаун и ввели высший уровень погодной опасности. Стихия также затронула северные районы Мозамбика, однако там последствия оказались менее разрушительными. Израиль ночью нанес удары по военным объектам в Сирии. Поражены были склады вооружений сирийской армии, в том числе в Тартусе, где находится российская база. Также были нанесены удары по ракетным установкам в районе Хамы и по радарам в военном аэропорту Дейр-эз-Зор. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в районе Тартуса. Издание Times of Israel пишет, что они были вызваны взрывами. А издание Financial Times между тем выяснило, что Башар Асад вывез в Россию 2 тонны евро и долларов сирийского Центробанка. В 2018 и 2019 годах сирийский диктатор отправил в Москву 21 самолет с наличными на 250 миллионов долларов. В стране при этом был дефицит наличной валюты. Зато у Асада теперь нет проблем с жильем. У его семьи куплено как минимум 19 роскошных апартаментов в Москва-Сити. Возможно, на те самые деньги. Ну а Кадыров предложил исключить из списка террористов исламистскую группировку Хаят Тахрир аш-Шам, захватившую власть в Сирии. Евросоюз ввел санкции против 16 человек и 3 организаций, включая Ларису Долину, Тину Канделаки, чиновников и силовиков. Под ограничения также попали авиакомпания «ЮТР» и застройщик «ПИК», и еще из жизни селебрити. Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев оказался в центре скандала после публикации фото с 11 убитыми зайцами. Зоозащитники требуют наказать футболиста. Сам же спортсмен ответил на критику. Все было легально, а возмущаются те, кто сами едят мясо. Тем не менее, фотографию он удалил. Это все новости к этому часу. Не забудьте поставить лайк этому ролику и подписаться на нас на YouTube. Но также подписывайтесь на нас в Телеграме. Там мы тоже публикуем наши ролики, в том числе и в аудиоформате, чтобы вам было удобнее. Оставайтесь с нами на связи даже в случае полной блокировки YouTube в России. В студии для вас сегодня работала Екатерина Воропай. Увидимся. Пока.